Наша сегодняшняя лекция будет посвящена всего лишь одному стихотворению. Это стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Весной 1841 года Михаил Ильич Лермонтов зачитывался стихами немецкого поэта Генриха Гейне. И среди его элегий он нашел стихотворение, которое вызвало у него очень глубокий эмоциональный отклик. Так появилось стихотворение «Выхожу один я на дорогу», которое, конечно же, мы все знаем. Но никто не мог предположить, какая судьба уготована этому стихотворению. Оно было опубликовано в 1843 году в журнале «Отечественные записки». И самый известный русский критик Виссарион Григорьевич Белинский тут же отметил: «Тамара, выхожу один я на дорогу, и пророк даже между сочинениями Лермонтова принадлежат к блестящим исключениям». И действительно, судьба стихотворения «Выхожу один на дорогу» исключительно и неповторима. В 1861 году самодеятельный композитор Елизавета Шашина написала романс. И никто не мог подумать, что стихотворение с такой откровенно романтической топикой — дорога, одинокий путник, звездное небо, дуб, как один из символов мирового древа. Стихотворение написано в исключительно романтическом и высокоэстетическом стиле, станет народной песней, которую до сих пор исполняют ансамбли. И одну из таких записей мы представим в нашем курсе. Но эхо этого стихотворения отозвалось и в русской поэзии. Георгий Иванов посвятил стихотворению Лермонтова замечательные строчки. «Мелодия становится цветком, он распускается и осыпается. Он делается ветром и песком, летящим на огонь весенним мотыльком, ветвями ивы в воду опускается. Проходит 1000 мгновенных лет, и перевоплощается мелодия в тяжелый взгляд, сияние и палет. Бритузы, ментик, ваше благородие, в корнетах гвардии. О, почему бы нет? Туман, тамань, пустыня внемлет Богу, как далеко до завтрашнего дня». И Лермонтов один выходит на дорогу, серебряными шпорами звеня. И Георгий Иванов очень точно уловил то ощущение времени и пространства, которое есть в этом стихотворении Лермонтова. Потому что, с одной стороны, перед нами вечность, потому что дуб, о котором написал Лермонтов, должен вечно зеленеть над его головой, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. А с другой стороны, в стихотворении Лермонтова мы ощущаем вот этот вот модус сегодняшнего дня, напряженного ощущения жизни, связанным с этим острым, трагическим ощущением бытия. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь. И само стихотворение Лермонтова строится по принципу преодоления трагического одиночества. Поэт один выходит на дорогу. И если слово «дорога» указывает нам путь по горизонтали, то славянское слово «путь» не случайно сочетается с формулой духовной. И Лермонтов, в конце концов, движется не в пространстве Земли, а в пространстве от земли до неба. И удивительным образом сначала мы видим, как с земли он видит небеса, в небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом, а потом мы вдруг видим, как он глядит как бы с небес на землю. Потому что в конце концов мы видим следующее, что всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся из земли и шумел. От пространства Вселенной мы переходим в конкретную точку мира. И вот эта связь космического и конкретного поражала, конечно, очень многих.
потому что в этом стихотворении Лермонтов движется от одиночества к соединению с миром. И связующим мотивом, соединяющим человека и мир, оказывается, с одной стороны, мелодия, которая может стать цветком, а может превратиться в ритузы, ментик, ваше благородие, а с другой стороны, любовь, которая, конечно, пронизана большое искусство. И удивительным оказалось то, какое эхо прозвучало в русской поэзии от стихотворения Лермонтова. В трагическое для себя время 21 года, когда из жизни ушел Александр Блок и был расстрелян Николай Гумилев, Осип Мандельштам написал стихотворение «Концерт на вокзале». И уже в первой строфе этого стихотворения вновь прозвучит стихотворение Лермонтова. Вот что пишет Мандельштам. «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит, но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пения анит, и снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит». И уже в этой строфе как бы намечается сюжет всего стихотворения. Преодоление трагедии, которое может быть невозможно здесь, поэтому хочется забыться и заснуть, но которое возможно там, где царит искусство, где царит поэзия. И вот этот вот путь, который прошел Лермонтов, это путь, который потом будет главным путем, может быть, всей русской поэзии. Незадолго до войны Борис Леонидович Пастернак написал стихотворение «На ранних поездах». И хотя связь этого стихотворения с лермонтовским не так очевидна, как связь концерта на вокзале Мандельштама со стихотворением «Выхожу один я на дорогу», но тем не менее эта связь угадывается. Вот что пишет Пастернак. «Я под Москвою эту зиму, но в стужу, снег и буревал, всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. Я выходил в такое время, когда на улице низги и рассыпал лесною темью свои скрипучие шаги». И, конечно, мы вспоминаем «Выхожу один я на дорогу» и вспоминаем лермонтовский туман, который превращается в темь, сквозь которой низги не видно. Но навстречу на переезды вставали ветлы пустыря, над мирной высились созвезды. И мы опять видим, как звезда звездою говорит в холодной яме января, в которой находится поэт. Но что у Пастернака стало способом преодоления трагического одиночества поэта в мире? Как ни странно, почти некрасовская идея – соединение человека с народом. Потому что в конечном итоге Пастернак будет писать следующее. «Вдруг света хитрые морщины сбирались щупальцами в круг, прожектор несся всей махиной на оглуженный виадук. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной, всосанному с молоком». И, скорее всего, это был порыв поэтического вдохновения, но откуда оно рождается? Потому что Пастернак видит своих спутников. «Превозмогая обожание, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря. В них не было следов холопья, который кладет нужда, а новости и неудобства они несли, как господа, рассевшие кучей как в повозке, во всем разнообразии поз. Читали дети и подростки, как заведенные в засос». И потом, уже в романе «Доктор Живаго», одинокий поэт, которому суждено умереть, точно так же, как очень скоро после создания стихотворения «Выхожу один я на дорогу ушел из жизни» Лермонтов, герой пастернаковского романа Юрий Живаго увидит, как его стихи продолжают жить и по-прежнему читаются. Вот Лермонтов продолжает жить уже хотя бы потому, что он написал «Выхожу один я на дорогу». И Лермонтову посвятил одно из своих стихотворений замечательный петербургский поэт Александр Кушнер. «Какой бы ни был самый сладкий голос, когда б весь день, всю ночь он женский пел нам о любви, прилипчивый, как волос, ты бы этот сон продлить не захотел. Не в сочетании с дуба шелестением, когда бы пение шум перебивал, или дрожить высоким женским пением пристало лишь убитым наповал. И кто ж стихи читает так буквально? Или слишком часто, чтобы так прочесть? Ах, Боже мой, бессмертие печально.
и в нем всегда подвох какой-то есть. И от счастливых снов уснуть всегда нетрудно, и несчастливый к сердцу горячей льнет. Безнадежно любят, безрассудно ждут, в смерть заходят, как в лесной ручей. И в этом стихотворении Кушнер обращается к Лермонтову. Ты бы этот сон продлить не захотел. И диалог Кушнера с Лермонтовым – это диалог не столько согласия и продолжения, какой мы увидели в стихотворении Бориса Леонидовича Пастернака, а это скорее диалог-спор. Потому что Кушнер в этом стихотворении, вспоминая самого Лермонтова с его мятежной душой, с его жаждой бросить в глаза бессмысленной тупой толпе стих, облитый горечью и злостью, Кушнер вспоминает этого Лермонтова. Поэтому говорит, чтобы этот блаженный сон «выхожу один я на дорогу» он продлить не захотел. И более того, бессмертие печальное, в нем всегда подвох какой-то есть. И от счастливых снов устать всегда нетрудно, и несчастливый к сердцу горячей льнет. Но как бы то ни было, стихотворение Лермонтова получило еще новое продолжение. Один из самых ироничных поэтов современности, Тимур Кемиров, написал и свое стихотворение. И оно начинается почти полемически. «Хорошо бы крышкой гроба принакрыться и уснуть, хорошо бы, только чтобы воздымалась тихо грудь, и неплохо бы, конечно, чтобы сладкий голос пел, чтобы милый друг сердечный тут же рядышком сопел. Вот такую песню пела мне Психея по пути, потому что не хотела за картошку идти». И удивительным образом Тимур Кемиров сначала погружает нас в мир бытовой, и тот сладкий голос, который доносится как бы из звездного пространства Вселенной до Лермонтова, превращается в голос возлюбленной, которая сопит рядом с поэтом. Но у Тимура Кемирова возникает вот это противопоставление поэтического мира, где живет душа. Вот такую песню пела мне Психея по пути, и мы понимаем, какую песню она пела. Про тот самый блаженный сон, о котором написал когда-то Михаил Юрьевич Лермонтов. И этот блаженный сон, который одновременно оказывается сновидением чего-то подлинного, настоящего, космического, противопоставлен бытовой жизни, потому что не захотела душа за картошку идти. И еще один поэт потрудился над переосмыслением лермонтовских стихов. Это так же, как Тимур Кемиров, и так же, как Кушнер, поэт, получивший премию национального поэта. Это Сергей Гондлевский. Вот его коротенькое стихотворение. Тоже вроде бы ироническое. Стоит одиноко на севере диком писатель с обросшую шеей и тиком щеки. Собирается выть. Один-одинешенек он на дорогу выходит, внимают окраины Богу, беседуют звезды. Кавычки закрыть. О чем говорит это стихотворение? Это стихотворение говорит о том, что, может быть, лучше, чем когда-то написал Лермонтов, не напишешь. И поэты не соревнуются с ним. Они обращаются к его строчкам, чтобы найти в них ту самую силу, который позволяет человеку, который задается вопросом, что же мне так больно и так трудно, когда видит гармонический диалог звезд, а в небесах торжественно и чудно, и звезда звездою говорит, а я оторван от этого диалога. В конце концов, обрести способность услышать вот эту песню любви, которая пронизывает Вселенную. И русские поэты, а среди них мы могли бы назвать еще и Блока, и Блок, и Мандельштам, и Пастернак, и Кемиров, и Гондлевский, и Борис Рыжий, о котором вы говорили или будете говорить. Все они услышали этот голос Лермонтова, который один выходит на дорогу с серебряными спорами звеня.